Мы с вами уже разобрали большую часть программы. А теперь давайте попробуем ее немного улучшить. Например, давайте сделаем некоторые из наших переменных константами. Что это такое? Дело в том, что в JavaScript в любую переменную можно в любой момент присвоить новое значение. Например, если вот здесь я решу сказать, что amount это теперь не 18, а 12, то тогда у меня amount будет новое значение. Если я не хочу, чтобы значение переменной менялось, я могу объявить эту переменную при помощи другого ключевого слова const. И теперь у меня ничего не появляется на странице. На самом деле у меня произошла ошибка. Чтобы ее увидеть, я должен в браузере открыть Developer Tool. Для этого я нажимаю клавишу F12. Здесь у меня есть панель элементов, потом идет консоль. Если вы вдруг не видите закладку консоли, нажмите на вот эти две стрелочки, и возможно консоль будет у вас вот здесь. У меня консоль видна, я кликаю вот сюда и вижу, что у меня произошла ошибка. Assignment to constant variable. То есть, как только я создал переменную при помощи ключевого слова const, то записывать в нее новое значение нельзя, это константа. Поэтому для тех переменных, которые не должны меняться, я предлагаю всегда использовать ключевое слово const, чтобы мы случайно их не изменили. Итак, я использую const вот здесь и вот здесь. Ну а теперь давайте сделаем так, чтобы наш amount мог меняться. Ведь после того, как мы купили печенье, у нас же изменилось количество оставшихся денег, то есть тот же amount. И записать это можно следующим образом. Я говорю, что в переменную amount мы записываем результат выражения. То, что было в amount до уменьшения, минус цена печенья. В данном случае, с точки зрения математики, это выглядит очень странно. Как это amount может быть равен amount минус cookie price, если cookie price не равен нулю? Но я напомню, что в программировании знак равно это не сравнение, это присвоение. И это означает, что в коробку amount я кладу результат выражения. А чтобы его вычислить, я сначала беру значение 18, вычитаю из него 7, получается 11, и в переменную amount я кладу новое значение. Естественно, теперь моя программа не работает, и вы видите в консоли ошибку, что переменная rest is not defined. Подробнее о работе с Developer Tool мы будем говорить позже. Пока же я просто исправлю ошибку и напишу, что если amount оказывается больше либо равен, чем candy price, то означает, что у меня достаточно денег. Таким образом, в JavaScript есть два основных способа создания переменных. Первый – это при помощи слова let, тогда такую переменную можно будет в дальнейшем поменять. И const. Такую переменную изменить будет нельзя. Тогда возникает вопрос, а зачем ее вообще создавать? Ну как? Ведь мы можем установить ей другое значение в начале. Если, например, у нас печенье подорожало, то я впишу в программе другое значение, и программа будет работать по-другому. Но в процессе работы программы это значение измениться не может. И в первую очередь это нужно, чтобы не допускать опечатки. В дальнейшем я рекомендую все переменные объявлять при помощи слова const, а если вам действительно нужно изменять переменную, то вместо const вы впишите let и будете с ней работать. Такой подход убережет вас в будущем от некоторых ошибок.